В России ты не можешь писать все, что ты хочешь. В Польше для меня лучше страны просто вот нет для жизни. Уезжай отсюда, свинья русская. День добрый, до видения. Ничего себе у вас чисто там. Нет чище страны в мире, чем Беларусь. А вообще вот в Африке там у людей воды нет, а у нас вот хотя бы она есть. Тебе повезло, что я вот таксист попался нормальный украинец. Тебя другой вообще бы высадил в лесу. Всем привет! Сегодня у нас необычное видео. Я приехал в гости к одному из самых известных россиян, живущих в Польше. Это Вячеслав Зарусский. Привет, Слава. Я тоже недавно только начал смотреть, решил, думаю, дай-ка... Это мы списались вроде бы с тобой сначала? Да. Как раз я посмотрел видео, какое-то видео зашло по поводу этого, что-то переезд, цены, всякое такое. Я подумал, блин, классно, можно встретиться, поболтать. А мне в комментариях кто-то из подписчиков польских, из поляков посоветовал, говорит, посмотри, что ты тут по-русски, говоришь, разговариваешь, смотри, россиянин у нас по-польски говорит, я включаю, и у меня просто разрыв головы, блин, человек Хотя просто... здесь есть и русские блогеры, которые, и девочка есть, которая там уже, не знаю, 10 лет она здесь живет, и она тоже блог ведет. Ну, я еще пока не успел. Как-то не рекомендует YouTube русских. Почему-то. Сейчас пообщаемся, что очень интересно. Реально, я офигел от уровня польского, как ты просто шпаришь. Я очень стараюсь выучить. Я не считаю, что у меня польский. Ну, я человек, которому пока это еще недосягаемая планка. В общем, много интересных вопросов. Сейчас мы пообщаемся. Очень интересно будет послушать твою историю. Ты сам родом из России, да? Да. И это, наверное, первое, вообще, мне кажется, интервью на русском будет, потому что в последнее время только на польском интервью берут. Вот, поэтому буду потупливать. Мы будем не интервью, мы просто пообщаемся. Да, просто да, я на самом деле не отказ. интервьюер. Короче, просто на самом деле очень интересно. Вот это самое написали мне, я тебя увидел, смотрю, офигеть, россиянин тут так вообще выдает на польском. Я прям вот реально так смотрю, офигеть, сколько он тут живет. Сколько ты здесь уже? Я, получается, это 11 февраля, 11 или 13, не помню уже, 3 года будет ровно. Да, я приехал сюда из России еще до... Так получилось, что я вообще не хотел там дальше жить, там после 9 где-то года, 10, 11, то есть, получается, я был в 9, 10, 11 классе еще школьником, и потом так все это время смотрел в интернете какие-то другие страны. Просто не нравилось то, что у нас в России по многим причинам, и по политическим, и просто как будто бы вот я там не в своей тарелке. Просто вот я там что-то говорю, восхищаюсь, допустим, какой-то другой страной, мне говорят, а что это? А у нас, знаешь, а вообще вот в Африке там у людей воды нет, а у нас вот хотя бы она есть. То есть мне такое как-то вот, такое, не знаю, менталитет вот такой, мне как будто бы я чувствовал себя там чужим. Да и вообще мне просто нравилось смотреть какие-то путешественские такие видосы. На Ютубе. Я подумал, я тоже хочу попутешествовать. Тебя там никто не ждет, еще что-то мне так говорили. Ну ладно, ну пускай не ждут. Ну я просто сам приеду, посмотрю. Я просто хотел путешествовать. И где-то, и когда уже был, хотя еще в школе, начал уже загранпаспорт себе делать. Потом я ушел в армию в 2012-13. И когда вернулся с армии, понял, что я точно не хочу в этой стране дальше жить. И начал делать все, чтобы уехать. И таким образом уехал в Азию, и в Гонконге жил, и в Вьетнаме жил, и на Бали жил чуть-чуть. Но все-таки мне больше ментальность, наверное, европейская нравится, чем азиатская. И там тяжелее юридически зацепиться. Да. И я подумал, ладно, посмотрю, что там еще есть вообще в других странах. Но, чтобы посмотреть, что есть еще в других странах, нужно обновить загранник мне было. Я вернулся в Россию, думал, все, сейчас нужно делать какие-то там документы и уезжать, и тут начинается ковид. И после этого все закрывается, все границы закрываются, и я понял, что, ну, значит, временно сейчас тут какую-то работу нужно найти. Я подумал, что нужно как-то работать в каком-то месте, которое не зависит ни от каких-то событий. И Отвязаться от... И да, я не могу, мне тяжело работать на работодателя какого-то в плане на шефа, начальника, который от тебя требует, вот здесь будь и все, там в такое-то время и вот работай. Что умею делать? Я с 2004 года, мне отец показывал, как монтировать видео. Папа занимался монтажом? Он учился на это, но бросил. Ну и потом мне сказал, слушай, вот можно вот так делать. Вот. И я еще с 2004 года, то есть это в 4 классе был маленький, но уже тогда я какие-то для городских каких-то мероприятий, там маленькие такие видосы делал, там для каких-то реклам государственных. Получалось так находить людей. У меня знакомый, вот ему сказали, нужно вот сделать, а он не умеет. А вот папа мне говорил, сын умеет. Короче, я монтировать научился еще тогда. И решил, дай-ка попробую это продавать. Меня никто не знает, кто я. Я взял 100 блогеров, у которых видно, что я бы мог что-то изменить на русском языке, и написал 100 имейлов. Написал,
И только один ответил белорус, он был в Америке, водитель, дальнобойщик. Вот. YouTube-канал у него есть. И вот я начал с ним работать, от него начали еще люди приходить. И я таким образом работал онлайн, очень много получалось уже там денег. И я так работал. И я потом создал такую маленькую свою, так скажем, фирму, можно так ее назвать, хотя там было я и 4 монтажера, 3 и один вот человек, который делал обложки. Я зарабатывал на том, что мы создавали людям видео. И фирмы обращались. Слушай, нам нужно сделать на 1 минуту видео, там, знаешь, какой-то чемпионат, допустим, идет локальный по теннису. Такие же есть бортики, и там реклама всегда меняется. Вот это нужно было анимацию этого сделать. Тоже там платим $500 условно. А это, работать, не знаю, день ты посидишь. Да, но я вообще представляю, как это все работает. У нас вот схожее с видео, но вот я вот все пытался, но именно в монтаж, хотя люблю, но в монтаж вот так и не пошел, в коммерческий, так вот никому так и не монтировал. И из этого всего я нашел вот эту сферу. Может быть, даже благодаря ковиду я вот хотел как раз побыстрее уехать. И так получилось, что я просто нашел на Ютубе видео, где девочка говорит, как можно уехать там, в разные страны Европы. И она сказала, вот уехать можно в Польшу таким образом. И параллельно этому я еще искал свои корни, потому что у меня фамилия Заруцкий. И мне часто говорят, ты что, поляк, ты что, поляк? Вот какие-то такие вот на протяжении всей жизни в школе, в армии. Говорят, ты поляк, что ли? Я начал спрашивать. С не очень большой уверенностью, но мой дед как-то говорил, что вот кто-то у нас там вроде как что-то, не факт, но может быть. Я начал искать здесь, смотрю, моя фамилия здесь, остановка в Варшаве есть, Заруцкий. Я так, потом иду в Гданьске, там есть капитан, там генерал Заруцкий, тоже какой-то там корабль стоит. Прикольно. И я начинаю искать, оказалось, что где-то под Краковом, еще в 1800 каком-то году у меня там дед родился, но тяжело найти все эти данные сейчас очень. Да, но я ищу, уже много чего нашли. И таким образом я подумал, я хочу туда поехать и корни поискать, плюс еще сам хотел бы поехать посмотреть, что это за страна. До этого был? Вообще в Европе нигде не был. Я только в Азии по Азии был. покатался? Да, и тут еще у меня есть фирма такая маленькая, которая занимается этим, и оказалось, что официально легальная такая возможность, если у тебя есть маленькая фирма, ты просто делаешь рабочую визу, они тебя приглашают, ты приезжаешь, и это стоит, типа там вообще, я не знаю, очень мало денег, прям очень. Я сначала думал, что меня обманывают, потому что там нужно было как бы занести чуть-чуть, изначально пошлину заплатить. Предоплата? Но это была просто пошлина. И все, я получил разрешение на работу, отправил, мне дали визу, я приехал в Польшу. Все это вот как раз было за 2 недели до начала войны. Прям так вот, прям да. впритык. И тогда еще такой остаток ковида еще был, поэтому нужно было сидеть на карантине 7 дней. Я просидел 7 дней. В этот момент начинается, вот я 11-го приехал, где-то 13-го, может, как раз просидел, пошел искать какие-то квартиры, потому что на временный жил. И начинается война. И я звоню и говорю, здравствуйте, мы хотим, говорю, хочу снять комнату или квартиру. Он говорит, мы украинцам не сдаем. Или что-то такое. Я говорю, я не из Украины. Ну, белорусам тоже. Я говорю, я из России. Что? А это вот там в 1-й или 2-й день войны. Как ты вообще можешь, как ты здесь? Ну, естественно, я где-то искал до 1 марта квартиру. И нашел такую, что человек просто сказал, да, я понимаю всю твою ситуацию, я прекрасно понимаю, где ты сейчас находишься. Поляк. Да, это поляк. Он сдал 2-комнатную квартиру, это в Гданьске, в Новый порт район, 15 минут пешком до моря. И говорит, все, просто вот живи, я говорю, деньги, наличку, он говорит, сделай банковский счет, потом мне по банку оплатишь. Я говорю, мне сейчас тяжело сделать, там русским сразу не открывают счета, там все. Я не жалуюсь, я как бы прекрасно понимал всю эту ситуацию. Я говорю, для всех это просто, да, я говорю, документы нужны просто. Да, я говорю, вот так. Он говорит, без проблем, как будет банковский счет, вышлешь. Ни кауции, ничего, Прикольно. только договор подписал. Проходит 3 дня, я говорю, возьмите хотя бы, я представляешь, ты в Польшу приезжаешь, тебе дают 2-комнатную хату, живи, ничего нет, у меня еще стиральная машина что-то... Незнакомый человек. Стиральная машина что-то постукивала, я говорю, стиральная машина стучит. Подожди, через час новый приезжает, ставит с другом новую стиралку, я так, ладно, я живу, и в конце месяца я открываю счет, там кое-как отправляю ему деньги. Он говорит, да не надо было, если какие-то у тебя проблемы, может, позже заплатишь. Я говорю, не, нормально. И так до конца года кауцию так и не попросил. Все пугали, и я такой думаю, мне наверняка очень повезло. Скорее всего, очень. Плюс еще квартира была 2-комнатная, 1800 злотых. То есть это вообще прям очень, очень дешево.
И У нас вот вот так тоже, приехал. тоже за всю историю в Польше одна вот до локдаунов, и вторая вот сейчас тоже два арендодателя, и это просто прям с которыми вот уже типа вот дружим прямо. Мне вот арендодатель сейчас предлагает, говорит, а вот мы разговорились, увидела там мои палатки какие-то с кемпинга, говорит, а блин, мы тоже кемпинг любим, мы купили прицеп, хочешь эти, ну летом можете взять семью и сгонять. Да, Я стою, такие открытые вообще. Да? Ну, спасибо. Как-то, блин, ну так, знаешь, забавно. Ой, А с первым очень. вообще мы дружим, она в Белостоке, женщина, мы прям в гости к ней ездим. Специально ездили в Белосток в гости, вот когда приехали с Бали, потому что там у нее прошло все, ну, когда дети маленькие, она такая там все за нами следит, ну, вообще офигеть, круто, ну, круто. Да. Ну, да, но это, конечно, везение, да, и вот, кстати, да, вот что, как помимо вот этого, помимо истории с арендодателем, с поиском квартиры, как вообще в целом поляки в первое время? Ну, когда вот только-только война началась, были такие, не везде, это очень редко можно было встретить, но были чаще всего в украинских фирмах такие надписи, то, что тут русских не обслуживаем, еще что-то. Я за все время ни разу не столкнулся с этим, чтобы мне какую-то услугу не оказали. А если садился в такси, а таксист это вероятность 90%, что это с Украины, я говорил, что я из России. И у всех, что ты говоришь полякам, что ты говоришь украинцам, никакого негатива нет. У них вопрос, ты что тут делаешь? А как так? Типа, А ну-ка. типа в контексте, что как ты тут оказался, да? Нет, ну что, а ты зачем вообще сюда приехал? То есть это такое, знаешь, это когда вот я автостопом ездил по Азии, и там спрашиваешь, человек останавливается и говорит, ты что тут стоишь, машину ловишь? У нас в стране никто тебе повезло, что ты меня встретил, иначе бы вообще тебя никто не взял. И так говорит каждый. Там время ожидания во Вьетнаме, например, 10 минут. Ты вот так стоишь, и тебя сразу, и каждый так говорит. И то же самое здесь. Это вот я сейчас в такси работаю, тебе повезло, что я вот таксист попался, нормальный украинец. Тебя другой вообще бы высадил в лесу. И так говорил каждый. Как вообще, что тут живешь? Это первое. А второе, скорее всего, многие понимают, что если русский в Польше сейчас, то наверняка, человек, наверное, не глупый, так скажем. Ну, либо давно, либо Да. Либо да. адекватный как минимум, так скажем. Слушай, ну очень круто, что ты не сталкивался. Блин, на самом деле, мне кажется, в первый год вообще было очень сильно. Ну, боль людей, попавших в такую беду, Тут можно у всех, понять. да. То есть, понятно, что напишут и скажут, что ты хер поймешь, так и хер пойму, да. конечно. Конечно, и да. не претендую, и никому не желаю и такого. Но круто, что тебе вышло. Просто так получается, что ты... Просто иммиграция, вот все жалуются. Да. Я приехал, там слезы, я не могу, Да, я вернулась. Вот многие жалуются просто, что иммиграция сложная. Я изначально с детства, еще как только интернет подключили, я уже готовился, понимал, что это нелегко. Я просто, когда у тебя есть желание неимоверное просто уехать из своей страны, когда ты не идешь в это сам, да. а не оно на тебя сваливается, это совсем разные вещи. Когда ты сам в это идешь, вот мы тоже уже там на эмигре с 13 года мы уже там кочуем, и для нас, и то уже с детьми, вот мы уже поняли, что все, уже нацыганились, все, хорош. Я тоже понял, что я уже устал. Вот, хочется немножко забазироваться, как-то так немножечко осесть, но там же история людей большинства, что они вынуждены, то есть ты как бы не планировал, там бах, да. и это сложно, конечно. И про них не говорим, у них другая совершенно ситуация. Даже когда это был, вот, особенно первый год, у всех своя проблема. Поляки в шоке, что такой наплыв. Они как-то по-своему это воспринимают, у них свои претензии, но и своя помощь. Они очень максимально прям помогают до сих пор. Украинцы тоже приехали, они вынуждены. Большинство даже не готовы были к этому, может, они всю жизнь бы хотели. Да, конечно. Просто, так скажем, человек, который... Если посмотреть на его судьбу, так скажем, он, возможно, и никогда бы вообще никуда не переехал из своего села или города. Но тут такая ситуация, он и не был готов, и не хотел этого. У них это проблема. У нас, в принципе, как бы ты попадаешь под такой, как сказать, такой, со всех сторон тут и поляки. Грубо говоря, из-за тебя, так скажем, мы здесь все находимся, а ты здесь тоже. И здесь тоже как бы такая проблема, что просто иммиграция это сложно. А когда ты русский в иммиграции в Польше в 22 году. Да, поэтому это есть безумно это интересно. high-level сложность. И вот эта иммиграция, мне кажется, была самая сложная, но я ее очень легко прошел. Прям вообще. Ну, то есть видишь, как вот ты говоришь, это фантастика, что не поймал какого-то реального. Да, прям очень круто. Не было такого хейта. То есть, смотри, YouTube ты уже начал. YouTube, когда ты вообще начал, ты до Польши как это все получилось? Или сейчас на YouTube несколько YouTube-каналов. Ты монтировал другим, а сам? Я хотел еще, когда только я увидел, что есть такой YouTube, еще когда в школе был в России,
я подумал, что классно, я тоже хочу. Просто не из-за каких-то денег там или... Ну понятно, типа, это проявление. типа, У меня самостоятельно. такое часто бывает, что... допустим, кто-то, вот я увидел видео, да, там как там или как где-нибудь там, кто-то делает 3D персонажа или что-то еще. Я подумал, я тоже хочу это. У меня компьютер на это не позволял, допустим, мощности, но я хочу. И все, и продвигался. То же самое с Ютубом было. Прикольно что-то снять и с кем-то пообщаться. Я творческий человек, и мне это очень нравится, вот делиться чем-то. И я начал искать себя, пробовать YouTube-каналы, пока в России был 10 каналов, открывал каждый год по каналу. И пробовал в одной сфере, в другой, в третьей, четвертой. Смотрел, оборудование решает или не решает. Можно на камеру обычную, на телефон снимать или нужно там профессионально что-то покупать. Все это просто пробовал. И у меня был канал про фриланс. Вот очередной просто канал. Смотрите, у меня получилось зарабатывать онлайн. Я хочу этим поделиться, может, кому-то это поможет. И помогло. Мне писали, что благодаря тебе я уволился. Это так приятно узнать, что ты кому-то позволил, ну, в смысле не позволил, а дал возможность показать вот за бесплатно причем. Да. И я этому всему научился на Ютубе бесплатно. Я такой, я тоже хочу кого-нибудь научить. И все, я показывал, что вот на фрилансе это так. И так получилось, что это все помогло мне еще в Польшу приехать. И я тут сижу и начал просто рассказывать про Польшу. У меня фриланс не сильно зашел. Я думаю, ну, у меня такая возможность есть. Я всегда смотрел travel-видео, как наши живут за границей. Я тоже думаю, сейчас я тоже буду рассказывать про то, как тут я живу. Смотрите, какие тут классные там панельки, хотя у нас точно такие же. Уже тут, да. И этот самый, на русском. Да, на русском языке. Смотрите, вот тут они так живут, а у нас почему-то такие же панельки, но почему-то они вот так выглядят, допустим, да. И удивлялся, почему у нас вроде страна очень богатая ресурсами и все остальное, но как-то вот почему именно так? И смотришь, особенно когда репортажи с маленьких городов, деревень, там еще все хуже. А здесь смотришь, тут лучше. И как кстати, русскоязычные комментарии же ты на русском вел, да. Как комментарии, как реагировали? Сразу хейт. То, что чаще всего говорили, ты снимаешь какие-то декорации, как это... В Польше, типа, ходишь, снимаешь да, декорации? Типа, многие говорили, что вот ты какой-то выбрал очень хороший район, единственный, ты туда пришел, надо же, у них там и розы растут во дворе, и их что, никто не срывает? Очень часто было такое, что даже мусор не валяется на клумбах, вот на этих вот, на траве. Если люди живут, там мусор будет как минимум валяться, там даже не валяется. Сразу понятно, уж я могу сказать, что в этом доме люди не живут. Комментаторы, они самые осведомленные. Я говорю, хорошо, скажите мне, вот я сейчас в Гданьске, скажите, какой район должен пойти, вот ткните на карту и давайте. Кто-то сказал, вот в этот район, я прихожу, снимаю. Все ему пишут, а я говорю, вот, пожалуйста, и он выглядит хорошо. Ему пишут другие комментаторы, что ты подставного своего показываешь. Я говорю, Обожаю комментаторов русскоязычных да, просто. И поэтому я такой смотрю, и в это время я говорю на русском, а поляки, 20% зрителей, может даже 10%. Вау, спасибо, что показываешь, как есть, то, что вот нам так интересно твою реакцию русского посмотреть. Это действительно очень интересно. Так как-то, снимай, показывай, вот еще там, что твои впечатления от Польши. И я смотрю, они искренне радуются этому, этому всему, что я снимаю. И их смотрят 10%, они на русском это смотрят. Им, безусловно, интересно, потому что... Они что-то не понимают. Я не все понимаю, но это интересно тебя послушать. И я подумал в один день просто, я снимал видео, я просыпался утром, шел снимать район 4 часа, возвращался, 3 часа монтировал, публиковал, а на утро у тебя в комментариях просто там канализационный слив. И я просто смотрю, что, а зачем я буду сейчас стараться делать монтаж, вообще вот все эти видео на русском языке. Я не знал польского вообще. День добрый, до видения. Все. Так тебя, короче, к этому подтолкнул просто вот негатив и ненависть. Я подумал, а зачем я буду делать? Я же опять еще раз говорю, я на YouTube снимал делиться какими-то радостными моментами и, не то, что поддержку я ищу, а просто, смотрите, у меня есть возможность показать вам, и вы вот смотрите, вау, что думаете? Да, думают один хейт. И мало того, что просто хейт, так он без каких-то аргументов. Я говорю, вы же сами говорите, покажи, что мне нужно снять. Я иду, снимаю, вам не нравится, что здесь хорошо. Это прям видно было. Я подумал, почему я буду для них снимать, когда у меня есть аудитория, там 10% ее. Ты увидел, что кому-то нравится, да, можно снимать для тех, кому нравится? Да, я одно видео сделаю, потому что я как раз то, что я хотел делиться, я вот от поляков это вижу, что мы на одной волне с ними. А вот русские то, что пишут, это
необоснованный хейт. Были обоснованные комментарии какие-то. Я говорю, ну да, здесь тоже не все идеально. Допустим, вот, не знаю, в воскресенье ничего не работает. Вот, я тоже про это говорил. И они, ну да, вот видишь, я говорю, ну я и не против. А некоторые просто поливают. Я подумал, ладно, я не хочу для них снимать, буду снимать для поляков. Я не знаю польский язык. Включил переводчик, думаю, что интересно. Ну вот, я в армии в России служил, расскажу, как я служил. Пишу в Google переводчик на русском весь текст. Нажать кнопку «Перевести на польский», смотрю и зачитываю все, что я сценарий написал, как я там служил. Какие-то строчки Это вот это заучиваю. видео, которое мы смотрели, да? Самое первое, да, на польском. И просто и говорю на польском языке, как могу, вообще там просто, я сейчас сам себя слушаю, я себя не понимаю. Как они что-то поняли, я вообще не... И я думаю, вот для 10% хотя бы одно видео дай просто сниму. Пускай там будет 100 просмотров, неважно. Хотя на этих было там 2 или 3 тысячи. Сколько ты его по времени так делал? Это же по строчке почти. Я целый день делал где-то часов 10. Я утром сел, почитал опять комментарии под прошлым видео. Под конец думаю, вдохновился. Идите лесом, все. Я вот и поляки опять, классно, блин, так здорово. Я думаю, хорошо, я для вас запишу, потому что мне с вами приятно. Ну. Это я просто уже не вижу. Я пытался еще, старался что-то им объяснить, еще что-то. Нет. Подожди, 10 часов? Вот это видео Ну да, ну прикинь, ты не знаешь языка, ты включаешь переводчик. я понимаю, да, я представляю, такие да. говорю, по строчке, обалдеть. Я причем до этого видео по 40 минут записывал, думаю, сейчас это я тоже на 40 запишу. 10 часов проходит, я смотрю, уже ночь на дворе. Смотрю, я в 8 утра начал, время 9 вечера. Смотрю на таймлайн на монтаже, у меня 10 минут только готово. Я уже вот так вот, я такой, ладно, заканчиваю. И все. Опубликовал, лег спать. Но у меня тогда было 2000 подписчиков на ютубе. И просмотров вот 2000, 5000. Что-то там вообще каким-то образом заходило на 10 тысяч просмотров. Ну, как бы, я не знаю, там редко такое было. И утром просыпаюсь. Какие-то блогеры польские написывают в Инстаграм. Потом смотрю... Кто-то прям подписывается на Инстаграм активно. Вау, ты супер, как ты вообще... На русском? Нет, на польском. На польском? Да, Подписываются в классно, вот ты такой этот. Следующий... И в директ пишут? Да, Типа... да, в директ. Потом следующий комментарий. Уезжай отсюда, свинья русская, там еще. Я такой, о, прикольно. Дальше. Вот это да, блин, классно. Следующее, можно у тебя взять интервью? Я такой, чего, подожди. Я думал, происходит? Да, я такой думаю, что там, типа, ну, что там, 10 тысяч польских просмотров, что ли. Бегу включать компьютер, включаю. И к тому моменту там уже ближе к 100 тысячам просмотров идет видео. И оно набирает, у меня счетчик подписчиков летит вверх. Я так, ого, думаю, ничего себе. Потом, как оказалось, как я потом понял, я вообще не ожидал, что оказывается полякам очень интересно все, что связано с Россией. Ну, в том числе тоже с Россией. И такого контента у них очень мало. На Ютубе, в принципе, на польском Ютубе не так много разнообразного контента, как на русском, допустим, русскоговорящем Ютубе. Да, потому что, ну, так уж получилось, не знаю почему. Ну, просто вот, я как спросил некоторых, они говорят, поляки чаще всего сразу на английском языке снимают многие. Потому что они все хотят да. Международно. Много и польских. Но большинство, они же знают английский хорошо. Как правило, ну лучше, чем у нас. Ну лучше, да. но то есть так, этого хватит, чтобы не YouTube, идеально, да. Ну хватит, чтобы YouTube снимать. И поэтому так, как мне объяснили. Ну молодежь, да, молодежь хорошо это знает, точно, да. Вот. А те, кто постарше, они снимают, но у них продакшн пониже уровень. То есть, может быть, очень интересная информация, много просмотров, но там 2-3 картинки они поставили, на фоне этих картинок рассказывают. То есть вот так. Может быть, микрофон нехороший даже. Но, тем не менее, видно, что у людей есть запрос очень большой на что-то вот такое. Понятно, что Польша интересна России. Ну, многие, кто любит политику, блин, капец. Ну, что может быть более интересного? Да, но тут суть в том, что они, видишь, еще как бы более... Я считаю, и по Ютубу более образованные в плане политики и истории, чем у нас. Потому что здесь они готовы... Что по истории? Они готовы сразу и с тобой и поспорить нормально. И с какими-то аргументами, да, либо еще что-то. Да, они даже претензии пишут вежливо и говорят, что тоже для меня это было хейт, тоже. да, тоже они могут. Да. Типа... И ты сначала не понимаешь, подожди, они начинают хейт там с 2 предложений какой-то вежливой фразы. Ты думаешь, у нас сразу просто ведро, просто за то, что ты есть, ведро помоев, типа часто. Но опять, слушай, мы так тоже говорим, нужно сделать оговорку, что не все русскоязычные, мы сейчас говорим про
основную массу, потому что Это как выглядит, вот, допустим, это я по своему примеру говорю, что я начал снимать на одну и ту же тему, вот так Ну вот, реагируют да, вот русские, конкретно так пример, поляки. да. То есть, если брать срез, чисто что у нас, кстати, еще вот фишка, что у русскоязычных еще тоже нужно оговорить. Я бы добавил, что многие, кто не хейтит, хорошие, адекватные, грамотные люди, они просто не пишут. Они пишут, да. Потому что некогда, Вообще? или, типа, и они даже сами понимают, что там будет в комментариях говно, они даже не хотят туда лезть, потому что, читать это Сейчас от он- своих да. же неприятно. Он напишет хороший комментарий, там ему уведомление прилетит столько ответных блоков. Да, его же Но закидают. еще нужно тут, когда читаешь комментарий, нужно посмотреть статистику, и чаще всего хейт, допустим, там написали 20 или 30 человек, а у тебя лайков 5000, например, и дизлайков 30. И вот 20 из них высказались. Ну да. То есть, если вот все, кто лайк поставил, выскажутся, Да, вот, просто кстати. хорошие не Я, высказывают. кстати, да, бывает на хейт как-то там, мне прикольно бывает потроллить хейтер. Просто когда бывает наш мне канал небольшой, объемы небольшие, понятно, когда у тебя там 100 комментов в час, то куда там отвечать? Даже интерес теряешь. Я все равно стараюсь на Но основном. это важная коммуникация, очень важная, я согласен. Вот. И вот когда там тоже отвечаешь не воспитанному хамскому быдлу, когда отвечаешь, условно, не их языком, а когда конструктивно или как бы опровергаешь их абсолютно необоснованный хейт, ты реально эти комменты лайкают, а их не лайкают. Тогда, ты правильно, кстати, я об этом даже не думал. Если бы все, кто лайкает адекватные комментарии или хорошие комментарии тоже написал, то просто так вот людям, да, очень много людей, которым нужно сублимировать, да, в свое какое-то внутреннее несчастье, Да. и они вот это вот туда, а что там, я ему сейчас напишу, сейчас я ему, напишу. И ему как бы легче становится. Я даже никогда не удаляю никакие комментарии хейтерские, тоже не удаляю, вообще да. ничего. И даже если они что-то там, даже если это меня выбесит, хотя это редко бывает и вообще, это очень тяжело Я сделать. вот удаляю только когда конкретно что-то про детей пишут, потому что бывает настолько просто злые люди на пишут. личности, если... Да, прям что-то пишут, оскорбление, детскую там, я даже не удаляю, что. Мне часто пишут, ты там урод, там длинный кривозубый, длинноносый, с бородавкой на лбу. Окей, Есть. это твое мнение, как бы мне плевать, хорошо, пускай. Я, допустим, удаляю такие комментарии или просто блокирую так, что, например, мне написал какой-то человек, что написал, допустим, в России прекрасно, я бы хотел жить в России. Почему ты так плохо говоришь? Хотя я говорю на своем канале правду просто об этой стране. И когда он такое говорит, я удаляю. Он меня спрашивает, почему ты удалил этот комментарий? Я говорю, смотри, ты хочешь жить в России. В России, к сожалению, ты не можешь писать все, что ты хочешь. Ага. Чаще всего Какой ты то, хитрый. что ты пишешь, может быть, кому-то не понравится, и на тебя пожалуются или удалят это. Потому что, у нас так заведено. Ты не можешь свободно выражаться. А это для тебя, если ты хочешь жить в России, это такой маленький тест. Бета-тест, так скажем. Ты попробуй вот так вот. Вот ты высказался, ты захотел. Да-да-да. Ха-ха, в России так не работает. Ты, тебе это не понравилось, а теперь подумай, сможешь ли ты в России жить, если ты так хочешь? Там так нельзя свободно высказываться, как ты здесь высказался. Если ты жалуешься на то, что твой комментарий удаляют, тебе не дают права говорить то, что ты хочешь, тогда тебе, наверное, не в Россию. Вот. Ты какой хитрый. И многие там, естественно, они бесятся, что там еще конечно. что-то, но тем не менее, как бы это работает, и, пожалуйста, вот хочешь в Россию, ладно, тогда удаляется твой комментарий. Но, опять же, это редко. Но если человек пишет просто там, у меня видео есть 2 миллиона просмотров, там написано 9, что там было, что-то... «Поляки, как вы так можете жить?» называется на превьюшке. И там было написано у меня название 10 вещей, которые удивили русского в Польше. 2 миллиона просмотров. Самый комментарий был: «Я не смотрел видео, но если что-то не нравится, уезжай в свою страну». И я его закрепил. Это И такие... олицетворение комментатора. Да, и я я не удаляю хейт, а самый хейтерский комментарий, я его закрепляю наверх в топе, чтобы он был. И тогда уже начинается дискуссия, конструктивная, неконструктивная, между твоими подписчиками, которые поставили лайк. Вот тогда они начинают общаться между... Тоже, когда... И пускай, я наоборот показываю, что вот ты смотришь, поляки, они вот смотрят этого русского, что-то там начинают говорить. Я закрепляю это, хорошо, пообщайся с ними сам.
и все. Я даже, наоборот, им больше делаю. И такие комментарии даже лайкают, то есть таких много людей. Пожалуйста, у меня полная демократия в комментариях. Кто что хочет, тот и говорит. Понятно. Только там YouTube много сам удаляет, потому что они там иногда такое Мне, кстати, пишут. часто пишут, что ты удаляешь. Не, это YouTube очень, Я да. даже их не видел. Я наоборот иногда захожу, те, что на рассмотрении, Да, да. где мне в личку меня оскорбляют, я их опрувлю. Пускай Да. висят. Ну, Я- как бы, знаешь, ютуберу много комментариев, нам Это, хорошо. наоборот, плюс, да. Поэтому хейт очень даже хорошее топливо для раскрутки каналов. Поэтому, кстати, если хейтеры вдруг смотрят, и вы не знали, что вы... Это просто парадоксальная какая история, что вы ненавидите спикера какого-то, ну, условно, вот нас сейчас ненавидите. Да, К примеру, или кого-то другого. Пишете ему плохо, вы помогаете продвижению Потому что этого YouTube, канала. он вашу активность определяет как просто не положительную Ну, или это просто отрицательную. робот, безэмоциональный Да, робот. это просто активность. И если там много активности, он рекомендует этот канал людям. И это работает так. Поэтому любая активность, Да. она продвигает. Как дизлайк. и Да. этот самый- Поэтому я говорю, если вам не нравится, то лучше как-то реагируйте. Вот. Даже дизлайк или комментарий плохой напишите, но напишите. Так, да. Поэтому самое ужасное, что может быть для ютубера, для любого, кто Да, создает это контент, вообще это игнор. никак- да, это игнор. игнор и вот, собственно, вот так вот. Поэтому те, кто хорошие люди, положительные, тоже не забывайте всем своим любимым блогерам писать там, ну, да, потому что вы же их Короче, поддерживаете. если вы любите блогера, напишите что-то, что вы думаете. Если Напишите не- ему хейт. Да, если не любите, тоже пишите хейт. Да. Короче, по поводу того, что я вот снял это видео, я тогда просто понял, что, ну, похоже, что я не буду на русском языке. Первое, да. Потому что я понял, вот люди, ради которых я вообще старался все эти годы создавать YouTube. Ну, это логично, ты что-то сделал, получил какой-то, ну, отклик. причем- Так подожди, просмотры были с комментами, что было? Да. Нет, комменты там вообще там полные, и русские, и раздрай. перемешались. Чаще всего, естественно, там можно было встретить хорошие комментарии, что вот, добро пожаловать в нашу страну, там, давай, ты уже начал язык изучать, хотя я не как, изучал. кстати, как именно по поводу, что ты коверкаешь язык? Не было такого? Не, Типа, нет. что ты на наш язык коверкаешь? Не, наоборот, это сейчас, вот, кстати, на удивление, 3 года уже прошло, я уже могу, ну, у меня русский язык в повседневной жизни, у меня нет русских каких-то знакомых, ну, есть знакомые, там, они не из России, но мы говорим по-русски, но мы встречаемся с ними крайне редко, потому что они тоже блогеры, они что-то снимают, ездят, вот. Так, если я с кем-то и говорю, чаще всего это польский язык. Круто. Поэтому у меня на русском языке я только слушаю новости, наверное, какие-то, чтобы из этого сделать Ну, видео. по работе, да. Все. А так и пишу, и там с подписчиками в прямом эфире, только польский. Поэтому Так и сейчас, типа, что-то, сейчас пишешь, что и сейчас говорят, за 3 года даже не постарался, ну это один попался, там, Не, ну, за 3 года даже не постарался выучить язык, коверкаешь, отписка. Ну, извините, я его даже не начинал учить. Я даже не Вот, открывал кстати, да, никакие учебники или что-то еще. Все, как я выучил польский, я Наживо, да. Да, я просто смотрел переводчик, то, что мне там говорит. Мой сценарий я пишу туда, в переводчик. Потом это все закидывается ну, то есть как бы перевод появляется польский, и ты его читаешь. Вообще же, как вот иногда даже говорят, как выучить язык даже английский, да? Они говорят, вы пишите, потом читайте, вслух проговаривайте, и еще хорошо, что если вы будете себя записывать, чтобы послушать, как вы говорите. А я это делаю, потому что на YouTube так надо. у тебя, да, такое, Вот. как это, цикл производства такой. Да, и поэтому получилось, что Слушай, ну, блин, как нужно круто. изучить язык, хороший метод. Я как раз и с поляками только общаюсь. То есть получается, что здесь все хорошие, так скажем, как сказать, правила, как нужно выучить другой язык, я использую, ну, только не использую то, что я действительно должен изучать еще правила, как это правильно говорить. Ну, Потому что есть грамматика. словарный запас, а грамматику я, допустим, не знаю какие-то окончания, как правильно закончить. И меня часто поправляют, я это запоминаю. Вот только так я Сел, изучаю. вот это, да. Да. А сейчас осталось только вот действительно, когда я получу документы, то я уже пойду действительно уже все с головой окунусь в школу польский прям, язык, да, да, и сходить. все, онлайн буду. Блин, ну изучать. тебе, да, тебе это будет как-то корректировка. Да, то есть, да, да, просто там выставить это понимание грамматических окончаний. Многие говорят, что вот ты сейчас неправильно запомнишь и все, и на всю жизнь. Ну, Я уже возможно. много слов поменял. Уже вот я прям неправильно говорил, а сейчас начинаю правильно. Слушай, политику, мне кажется, там же дофига
дофига слов тоже. Это Я, вот, видишь, я еще тоже не только про политику. Допустим, в Первом канале на основном я хотя бы, да, я чаще всего про Россию снимаю, либо просто вот российская деревня, без политического контекста. Вот, смотрите, они так живут, вот, я показываю нейтрально. Да, в комментариях говорят, ой, как правительство довело там эту деревню. Я хотя даже ничего не говорил о политике, просто вот я даже такие делаю видео, когда вот, допустим, просто снимаю, посмотрите, как тут, а вот тут, а вот тут, вот тут. И все. И как бы так снимаю. Есть второй канал, где я просто включаю камеру и уже без сценария говорю. Смотрите, вчера вот произошло такое, прикольно, интересно, давайте обсудим. И 10-15 минут разговариваю, там, хожу по парку вокруг, и все. Да-да-да, я знаю, такой контент тоже популярный. И тут тоже польский я вот практикую таким образом. Ну, я видел, мне нравится вообще. Просто еще вот что я про то, что россиянам с русским языком, для тех, у кого есть бэкграунд белорусского и украинского, нам проще. Да. Потому что у нас много слов похожих. Допустим, понятно, что россияне, ну, только если у тебя бэкграунд только русского, то и поляк будет говорить медленно по-польски, ты поймешь. Но белорусу и украинцу будет легче, все равно. Вот. Сходство в словах очень приходится как-то привязывать, если, допустим, в украинском языке они максимум там просто нужно одну-две буквы поменять и произношение по-другому. Там у них наприклад, а по-польски наприклад. И все, то есть это, например, на русском. По-белорусски наприклад, вот то же самое. Вот. А когда ты на русском пытаешься, то там это вообще это новое слово. Новое самое, да. Как будто бы это ты изучаешь как с нуля. И вот, допустим, многие украинцы, я знаю, что они его выучили, но иногда мешают украинские слова, потому что они как бы очень похожие и могут на автомате сказать. А из-за того, что для меня это максимально новый язык, то приходится их просто выучить с нуля, и ты уже не мешаешь русский. Хотя есть подобные слова, но они у нас такие старорусские, я о них знал, но их не использую. Ну да, это вот. не актуальные там уже. Ну хотя, допустим, не знаю, там бочка и бэчка, там. Не, ну есть слова, но все равно, да, белорусский, украинский. Да, у русских нас слов вот мало. больше вот этот такой треугольник вот этих языков. Так, что вот переехал, давай чуть просто про Польшу интересно переехал, что вообще вот Максим, что тебе сразу бросилось? Вот ты приехал, человек, который ни разу не был в Европе, очень показательно. Что вообще бросилось тебе в глаза в Польше? Чем отличие вот от России? Сразу и мне это бросилось в глаза, и потом, когда я снимал еще просто, допустим, мама говорит, что, как у вас там вообще? Я сниму видео, да вот гуляю, вот смотри там. И я, допустим, говорю про одно что-то. Допустим, смотри, вот я пришел почкомат забирать, смотри, как посылка, они мне отправили, там должны были вчера, а принесли мне сегодня. И вот, и я что-то говорю, и мама, допустим, пишет комментарий, ну, пишет в смысле сообщение в WhatsApp, что ничего себе у вас чисто там. То есть речь вообще не про это шла. Она там увидела что-то на да, и она бэкграунде. такая, ничего себе. И я это тоже заметил, когда я пришел, ну только приехал, я еще ехал с Калининграда на автобусе, прилетел в Калининград на самолете, то я выезжаю, и ты просто сразу, я даже видео снял, вот ты только выезжаешь, у нас там кустарники растут, а тут заезжаешь, и трава пострижена. Как будто бы, знаешь, они специально делают, показательно такие в бинокль посмотрели, о, там у них заросли, давай сделаем эффект присутствия сразу. Вот они только въезжают, вот такое ощущение, что как будто тебя ждали, что ты заезжаешь, и трава пострижена. Там вокруг леса. Русские, убираем, мы стрижем траву, русские, сейчас он будет снимать, знаю. Действительно, что вот это первое бросается в глаза, что у них чисто, пострижено, все такое, какой-то есть планка качества, которой они придерживаются. И даже в домах, вот ты идешь, смотришь панельный дом, блок, да, вот обычный, который у нас, но он визуально сделан красиво, утеплен, покрашен. Да, они, может быть, не идеальные, как само строение выглядит, но видно, что они его пытаются хотя бы, чтобы это выглядело не стыдно. Дороги, качество хорошее. Все, я сам с Республики Татарстан, очень у нас хорошее тоже качество жизни на довольно таком, можно даже сказать, на московском уровне. Вот, многие говорят, что очень чисто. Дальнобойщики отмечают, что когда проезжаем через вашу республику, дороги качественные. А какая столица у вас? Я забыл. Казань. Ну да, я про Казань слышал, что... Вот. Типа, я как раз там в Казани тоже долго прожил. И здесь вот я почему я говорю, что я чувствую себя здесь как будто дома, потому что здесь такое же качество, но еще лучше. То есть у нас вот стараются дойти в нашей республике до этого качества, а здесь, допустим, дороги очень хорошие.
проходишь просто вот допустим, не знаю, там зебра, да, пешеходный переход, особенно это в Гданьске заметил. Ты еще только подходишь к ней, там уже останавливаются. Здесь в Варшаве чуть поагрессивнее с этим, но вот там, в Гданьске, там в маленьких городах, ты еще только подходишь, может, ты даже переходить не будешь, они уже останавливаются. В России Ну да. это вообще немыслимо, что там нужно прям на дорогу Ну, встать. про Россию, да, встать и махать Да, флаг. я перехожу. Да. Ещё, Вот ну, я вот ремарочку, кстати, сделал, потому что как из Беларуси, вот ремарочку сделал по поводу чистоты. Мне кажется, все равно Польша, да, чисто, вообще без вопросов. Но нет чище страны в мире, чем Беларусь. Да, я тоже слышал от белорусов. Слышал, да? которые, Потому что 90% людей, которые посетили Беларусь, не те, кто там не живет, ну или там в гости, или к родственникам, первое, вот 90% из тех, кто туда ездил, первым делом, что скажут: хереть, у вас там чисто. И это правда. Это... Я тоже слышал про это. И по поводу остановок тоже. Вот у нас точно так же останавливают, даже еще похлеще, чем здесь. Ну, примерно плюс-минус тоже. Ну, останавливаются машины, не Да, остановки, а в смысле, останавливаются пешеходы, все. Это вот, я помню, я из маленького города, к нам приезжала там тусовка, москвичей постоянно еще, ну там пьянки, вот это все, там тусуем. Едем с ними куда-то на дачу, ну, идет к пешеходному переходу. У нас это все, это знак тому, что ты должен снизиться, то есть ты должен сесть еще уже тротуары. За метр все, останавливайся. Да, у нас это очень проблема, это, как у нас говорят, дураки и дороги, ну так и есть. Потому что, ну, просто ноль уважения. Хотя в маленьких городах больше этого уважения, чем в больших. Может, ну даже да, больше. У нас даже в Минске все, ну это прям мега строго. Ну, вот как-то в ментальности все, человек возле зебры, все, тормози. Здесь вот как раз и говорю, что, наверное, это вот отношение просто хорошее, просто хорошее отношение, по крайней мере, ко мне, как к русскому, потому что в России все запугивали, что да там русских не любят, только в Польше не любят русских, где сейчас? Вот это первый вопрос. Потом просто, ну, как бы они общаются как люди обычные, хорошие, добрые, и подскажут, и то, и даже что ты из России, ни у кого вот этих гримас вот этих вот, ты идешь и на лице просто написано, что он ненавидит жизнь, тут такого нет. И просто смотрю, люди живут, стараются благоустройство сделать хорошее, красивое, не все идеально, но я когда здесь пожил, я посмотрел и блоги, и своих друзей спросил, и сам проанализировал, где я жил, и смотрю, вот всех спрашиваю, после всего анализа всех абсолютно стран, включая все плюсы и минусы каждой страны, я даже прямой эфир делал, 3 часа прям про каждую страну делал плюсы и минусы, и я понял, что в Польше соотношение плюсов и минусов, то, которое мне необходимо, это такая золотая середина, ну вот, это, да, что для меня лучше страны просто вот нету для жизни. Даже если мы Европу будем рассматривать, даже если Америку, если посмотреть все плюсы и минусы, просто, и с учетом, нужно сказать, что я русский, и паспорт у меня российский, который я надеюсь, что впоследствии получу польский, если мне вообще дадут разрешение на жизнь здесь, политическое убежище. И с учетом моей онлайн-работы, с учетом этого заработка, то для меня в Польше жизнь просто идеальная. На всю жизнь. Это если так же, скажем, вот, будет оставаться, скажем, на таком уровне, даже если на таком и не будет выше, а, скорее всего, уровень здесь жизни будет выше со временем, то, как бы, ну, для меня Польша вообще идеальная страна. Слушай, я вот слушаю, знаешь, мне ведь немного, ну, вот как-то в такие реалии, что для меня в моей картине мира, то, что ты сейчас говоришь, то есть я просто слушаю твое мнение. Ну да. И это то же самое, что сказать, это то же самое, что мы сейчас будем обсуждать. Ты говоришь, ты знаешь, вот есть там фрукты, да, вот не люблю бананы, вот мне нравится виноград. Для меня вот как-то виноград, вот он вот что-то вот больше, а бананы как-то не сладкие. Ну, для каждого вообще свое. И для меня вот это так. Обидно, что сейчас такие реалии, что вот как бы, ну я уже просто при 25 тоже ютубер, да, и я очень 10 лет в русскоязычном сегменте, что вот ты как будто должен доказывать, что твое мнение, оно искреннее, да, ну почему, ну блин, это же просто вот у тебя так сложилось. Вероятнее всего напишут, что он там сейчас... Да, я подался на политическое убежище из-за того, что не могу возвращаться в свою страну, потому что там мое мнение очень не актуально по поводу страны, по поводу войны и всего этого. Хотя я еще и до этого на русском ютубе, еще когда жил в России, говорил то же самое. Хотя тогда, ну, там не сильно слушали. Ну и что? И я хочу сказать, что вероятнее всего, когда я говорю, вот я хочу остаться в Польше, многие поляки часто говорят, не все, и я жду этого момента, чтобы им доказать, тем, кто не верит, что они говорят, вот сейчас ты получишь документы,
как многие иммигранты, ты отсюда уедешь, даже если польский паспорт нам получишь, тоже такое ты писали. будешь жить там. И я вот жду того момента, когда я получу политическое убежище, это будет скоро наверняка уже, и я получу доступ к путешествиям, я поеду и покажу, почему мне каждая страна не подходит для жизни, я это прямо в видео покажу. И после... Ты не знаешь, а вдруг будет наоборот? Вдруг ты в какой-то Да, Португалии скажешь... Да, я понял, что мне так раньше говорили в России, что ты сам там не был, почему ты на оценку этих. Я не слушаю их оценку, я просто смотрю, как там живут. И когда я начал посещать те страны, про которые я смотрел и мне говорили, я понял, что все, что я до этого думал об этой стране, подтвердилось. И, как бы... То есть ты уверен, что твое Если мнение уже практически сформировано? Если тебе говорят, что ты приедешь, объективно? да, если тебе сказали, что приедешь в Польшу, а там в воскресенье ничего не работает, это не нужно самому проверять, это и так и есть. Ты приехал, и действительно тут ничего не работает. Но все равно я бы сказал, есть некоторые подводные моменты. Да, что самому прочувствовать. Да, вот и когда, знаешь, тебе, если расскажут, что такое сидеть в ужондах, это ты Не поймешь. Да. Да. Хотя, опять же, Да. поликлиники плюс-минус и ужонды, и наши исполкомы Похоже, почта то же самое. Плюс-минус. Тем не менее, именно поэтому я хочу поехать и сказать, что вот смотрите, я был здесь, вот почему. Там даже, кстати, не нужно прожить, чтобы сказать, почему я там не хочу жить. Ну да. Многие моменты можно прям сходу так показывают это. И потом, когда у меня будет польский паспорт, я как раз просто покажу, что действительно вот я тут, я живу здесь, в Польше. И почему я это говорю? Потому что многие сейчас скажут, он специально сейчас это говорит, получит паспорт и уедет. Ну, конечно, скажут. Плюс там еще многие скажут, что, не знаю, там, он сейчас это специально говорит, что ему дали вообще политическое убежище. Я говорю, что мне вообще, вот я просто жду этот момент, потому что сейчас я не могу это никак доказать, потому что это действием только можно доказать. И я жду, когда получу документ, чтобы это как раз продемонстрировать, и все. Остальные просто, не знаю, как-то поймут, не поймут, это уже их проблемы. Ну, знаешь, вообще по поводу тоже получить и уехать, это на самом деле, вот кто знает, как повернется жизнь, да. Одно дело, да, если ты, конечно, это жестко, да, если ты получаешь прям так, знаешь, прямо из порога там, спасибо. Я знаю, что мы будем путешествовать, и я люблю, да, потому что я люблю, тоже. так нравится нам, может. Сейчас, конечно, вот идет привязка. Наши дети уже в садике, они уже как поляки говорят без акцента. Просто они уже просто. И у них уже друзья даже на таком уже детском, в смысле, понимании. Там 5 лет, 6 лет это еще такое. Уже пойдет школа, привязка. Мы уже просто и плюс устали. Я вообще рассматриваю, да, базироваться здесь. И плюс, если будут позволять доходы, удаленная работа. Вот, конечно, я хочу объездить. Я не был еще в половине Европы, в большей части не был. Но пока что, кстати, вот по поводу Польши, чем она еще крутая, я забыл. Ты меня спрашивал про плюсы, а я не сказал, что если честно, я как-то на карте ты себе представляешь, там в школе же, я что-то не осознавал, что она такая гигантская. Да, она очень большая. Я сижу в Гданьске сейчас на море, мы просто планировали. Мне друзья рассказывали про кемпинги в Австрии, все, и я в Польше отмечал кемпинги там в Пенинах, что-то вот там. Я смотрю, и у меня что-то просто осознание. Смотрю, Германия, Франция и Польша, третья страна там, по величине. Одна Польша больше, чем там 4, там, Словения, Словакия, что-то там скопление. Путешествовать можно тоже активно. Так вот, что объехать просто одну Польшу, просто мне так было, что все объездить. Я поехал, море, значит, пока ждал. Да, получается, я был в Гданьске, потом поехал в Щецин, посмотрел просто что это. И ты приезжаешь в каждый город, и каждый город отличается, у него что-то есть свое. Да. Допустим, в том же Щецине 100 километров или сколько там до границы с Германией. Там в Гданьске море близко, в Закопанах там это. Так даже у них еще прикольная децентрализация прикольная, Да, что тут не нужно жить в Варшаве. никто, Питер, Москва или там у нас Минск, никто так не рвется. Да. Что, кто-то рвется, кому надо, окей, но у них очень развита история жить в мелких каких-то не мелких, а более мелких городах и даже в маленьких. Они развиваются даже иногда лучше, чем большие. Да. И децентрализация в плане, что какие-то такие фундаментальные вещи, вот как Лодзь или какой-то у них город маленький, небольшой, там типа чуть ли там, где фестивали кино проводятся, у них там вот эта академия киноискусства, как это типа вот как из Питера, знаешь, то есть здесь такие нет вещи. такого, что даже когда я квартиру снимал, я как-то поближе к центру. Мне говорят, да зачем? Типа, тут нет такого, что ближе к центру. Живешь, где живешь, в спальных районах, у тебя там и будет и... у них типа район, как бы и городок в городке еще. Можно так сказать, условно, там, что у тебя центром. Там. Тут не нужно, тут если только достопримечательности
возможности посмотреть, да, наверное, что-то будет в центре чаще Ну, всего. Старовка, она понятна. Да, Она старушка. Она и будет в центре, там какой-то, может быть, еще что-то. Но вот в Гданьске центр города, если так скажем, вот Гданьск такой вытянутый, и центр города тут. Ага. Хотя много чего и тут можно посмотреть. Ну да, То есть, да. И поэтому здесь в самой Польше так, что я вот приехал в Варшаву, зная, что в России, вроде как в Москве все блогеры едут в центр, чтобы там коннектиться. Ну, как-то. потому что а да, здесь да. я приехал, и мне говорят, давай интервью. Я говорю, давай, куда ехать? Вроцлав. Ага. Мы тебе платим там билет, еще что-то. И я понял, что тут лучше онлайн тогда сделать. Тут больше чуть-чуть блогеров в Варшаве, но не так, что все съезжают. Ну Наоборот, да, все уезжают из Варшавы. И да, Вот, я, кстати, вот жене тоже, жена говорит, сейчас хочу Нет, второе нет место такого. еще попробовать, да, а я понимаю, что у меня даже друзья в Торуне живут, это там маленький городок, ну, по меркам, да, мегаполисов, и там тоже, и все в комментах нам тоже рекомендуют, а мне как-то вот из ментальности непривычно, я привык, что у нас типа Минск. Все остальное вторично. Ну да, областные центры. Ну, Беларусь-то вообще не, ну, тоже, кстати, не маленькая страна, но в плане того, что нет вот таких агломераций. То есть Минск, все, и все в центр, все вот так вот, да. А тут, типа, вот там жизнь в этом контексте, тут жизнь в этом контексте, там какой-то мне еще на востоке, короче, выше Белостока посоветовали какой-то городок. Я читаю, там вообще там тоже чувак вот такой нам какой-то расписал, русскоязычный комментатор написал, там советую вот это, там типа вот так непривычно, вот, круто, хочется посмотреть все. Я здесь, поэтому да. Здесь даже вот допустим, у нас в Москве что-то новое придумали, ты ждешь год-два, когда это дойдет до твоего региона. А здесь как-то у них вот тут, допустим, приезжаешь в какой-то, не знаю, там город, там Ягдаяды, да, приложение, чтобы покупать билеты на трамвай, там, на автобус. Приезжаю в Щецин, там вообще совершенно, там у них свое приложение там, с билетом. И ты уже твой Ягдаяда, он там не работает, ты включаешь другое. Это, конечно, немножко ты привык к этому, и в некоторых городах он работает, в некоторых нет. Но, я говорю, ты приезжаешь в другой город, просто живут по-своему. У них, допустим, там, не знаю, даже язык может отличаться немного от польского. Понятно. Вот, поэтому, да, есть какие-то, там, не знаю, Краков, там, айтишники все сидят, и так далее. Ну да, я говорю, в Гданьске каждый город... тоже аэропорт, кажется, столица, типа, это же Варшава, но в Гданьске какой-то особенный аэропорт, куда летает чиповая там в Скандинавию, ты можешь там слетать там за 40-50 евро, типа, это именно оттуда. Многие, вот, да. Ну, прикольно. Оттуда летают. Ну, короче, типа, тут не нужно привязываться к городу. Ну вот, это круто, да. Поэтому... Ты можешь выбрать себе, потому что, ну, там их много, разнообразие. И вот мой друг говорит, я в Торуне живу, типа, ты что, ну, типа, нафиг мне не надо, вообще офигенно. Ну, да, в Торуне и плюс старый город. Да, и плюс эти самые ценники, какие там сразу там дабл срезаются. Да, вот там. есть такое, ну, допустим, в Гданьск приезжаешь, то здесь 3,60 вроде бы билет стоит на метро, там, ну, просто там 3,40. 3,40. В Гданьске 4,20 или 4,60, то есть, хотя на трамвай. Ну, там даже трамвай, ну, допустим, вот если берем, который едет до там, Нового порта, из центра, качество трамвая, то есть трамвай будет, может быть, старенький, чем тут в Варшаве. В Варшаве очень такие новые, ну, очень много новых этих трамваев. Ну, да, но они дешевле, получается, тебе обходятся в Варшаве транспорт, чем в Гданьске. Но в Гданьске ты можешь купить на целый, как это по-русски, короче, пока ты вот сел в трамвай По-польски говоришь, что-то. и закончил поездку. Вот, будет 60 минут, 70, 80. Короче, просто на один проезд. Да. А здесь поминутно. Да, поминутно. Вот. Это, кстати, вот не очень удобно, потому что ты типа должен смотреть, считать там что-то, чтобы не попасть. Потому что 2 минуты все, что Тут, кстати, даже секунда может быть, и тебя могут штрафовать. Даже есть такие случаи, вот недавно была девушка тоже что-то на 1 минуту, она вышла, ее сразу, а там минут назад закончился. В целом тебе нравится? В Польше? Да, здесь, я говорю, то, что для меня... Для тебя вот это, как мы говорили, про система плюсов-минусов для тебя сложилась мне идеально, здесь все, скажем, условно, получил документы, весь свой, опять я заново, когда получу документы, опять заново начну всю свою работу, и с блога уже буду все эти деньги уже выводить, здесь финансы уже легализировать, в плане того, что пока сейчас я не могу, так как я жду разрешения, в смысле жду
решение по моему политическому убежищу, я его жду тут. У меня есть разрешение на работу, но из-за того, что у меня онлайн, это нужно найти фирму, которая тебя примет как... Короче, это проще дождаться. Я пытался, в процессе уже у меня все это, но тем не менее, как бы просто жду. Когда это будет, уже можно легализировать весь свой доход, и все, ты просто спокойно плати. Ты уже с польских блогов, ты уже можешь жить, да, здесь? То есть будет достаточно. Да, но я пока я их не могу... они где-то там они не выводятся. Да, они даже не в стране, то есть они даже, юридически, они даже, эти деньги еще пока мне не пришли, да. Просто я их коплю, так скажем. А потом, когда я все это уже получу документы, я просто, как бы, грубо говоря, зеленый свет, и все, я их получу уже окончательно, и уже за них заплачу налоги все. И тогда, как бы, если смотреть, это не только YouTube, если даже с монтажом заниматься там с блогерами, скажем, там 10 тысяч долларов можно с этого получать со всей онлайн-деятельности спокойно. То есть ты просто их получаешь, но это, конечно, очень хорошо. В основном это где-то 6-7 тысяч долларов. В Польше на эти деньги жить, даже в Варшаве, это очень хорошо. Путешествовать куда-то за границу тоже достаточно хорошо. Если мы берем, допустим, Америку, куда все уезжают, или какие-то более дорогие места, там нужно работать физически самому, скорее всего, этих денег не хватит. Вероятнее всего. Не боюсь такой работы, но мне просто не нравится. Я уже устал делать то, что мне не нравится. Поэтому путешествовать, да, здесь у меня и корни мои, и я прям чувствую, что здесь я дома. Я выучил здесь язык, который еще буду дальше учить, но я здесь и ментальность понимаю поляков, и мне как бы ментально подходит эта страна. Я когда приехал, мне что и понравилось, что я здесь не почувствовал себя туристом. Хотя многие скажут, ты там никогда не станешь своим, а мне и нравится тут не быть своим. Ну, я сам чувствую, что я тут как дома, а как на меня остальные внимание обращают? Ну, если они чувствуют, что я не свой, видимо, им это и нравится, видимо, поэтому они меня и смотрят на Ютубе. Даже многие говорят, не изучай язык, идеально, у тебя классный акцент. Ну, потому что в этом есть изюминка, тем более, что ты все равно из той ментальности приехал и осваиваешь эту ментальность. Я не хочу... Как это интегрироваться, и мне кажется, в этом и есть максимальный твой ресурс интереса. Да. Мне самому это нравится. Я не хочу быть здесь своим, я для этого и переехал. Мне нравится, да, я как бы, даже если буду с польским паспортом, прикольно, ментальность другая, и это интересно и анализировать, и как они тебя, это действительно интересно жить. Я не понимаю, зачем рваться, быть своим обязательно. Это так это вот странно. как часто требуют вот от меня сейчас, ты кто? Там я про корни, ты что, не белорус, ты кто? Ты давай напиши мне, кто ты. Кто я? Человек адекватный, нормальный человек. Хочу уважительно и с добром ко всем относиться. Что ты, блин, иди ты сам себя там ограничивай как хочешь. Просто человек, просто живу здесь с уважением. Мне классно, ко мне хорошо, я хорошо. Все здорово. Поляки вообще это интерпретируют по-другому, потому что национальность и гражданство одно, у них очень важна вот эта история, тожсамость. То есть, вот, и они про это тоже мне много пишут, что полякам ты можешь типа чувствовать себя. И как бы мне тоже, я рассказывал про корни, мне немного, может, местами неудобно, но я же не могу отменить того, что я вырос в Беларуси, я люблю место, город, родителей, друзей. Такие, что родился и все. Ну, то есть я не обязан там что-то, где родился, там пригодился. Это вообще, но опять же, я и не могу этого тоже вычеркнуть. Как бы это для меня это тоже важно. И язык русский у меня тоже, а не белорусский, потому что я же не виноват, что у меня в 5 классе вели государственный белорусский. Ну, тут они говорят, сам изучай. Но тем не менее, вот я просто для меня это очень странно, что вот ты там, во-первых, у меня как бы родственники, которые, как оказалось, они из Польши, да, которые когда-то здесь жили. Они уехали, я просто возвращаюсь в родную гавань, так скажем. Так получилось, что кто-то определил, что вот этот кусок земли будет Россией. Так получилось, что я там родился. Кстати, из-за того, что мои какие-то предки тоже кочевали, кто-то ездил туда, где ему удобно или что-то еще, и параллельно менялась эта территория. И теперь она русская. Мне вот, к сожалению, так повезло, что я оказался на этом кусочечке. Поэтому, если говорить не знаю, там, что вот ты родился в России, все, ты всегда, у тебя как-то, они говорят, ментальность российская. Вот мне кажется, если ты родился, и ты прям это чувствуешь, вот ты прям всегда, тебя Россия, наверное, ты и не выехал вообще. Потому что, если тебе это все нравится ментально, ты вообще коннект у тебя со страной, и то, что там все происходит, вот как у многих, допустим, так бывает. Да, но если человек выезжает, допустим, я вот знаю некоторых, которые с Новой Зеландии уехали в Гонконг, им прям там очень нравится. То есть
так уж получилось, что человек родился, он там пожил, и он, как никто другой, знает, где, что ему там не очень. Мне кажется, это как раз есть ментальность другая, которая как не коннектится с там, где он родился. Так вообще просто, это так, знаешь, черное-белое. Человек может уезжать не потому, что ему что-то... Вот мы уезжали не потому, что... Просто узнать что-то новое. Мы просто ехали вот в 2013 году из Беларуси, уезжали просто путешествовать. Мы приехали на остров, нам понравилось тепло, мы там еще были молодые, мы только начали там работать, у нас получилось чуть заработать, мы там начали жить. Почему это значит, что это, почему это может быть хорошим или плохим? Ну, это для нас хорошо, но как это касается кого-то еще, или как можно такое оценочное суждение? Вот это черное, белое, вот это делить, разделить, и кого-то ненавидеть, а кого-то любить. Знаешь, спрашиваешь у тех, кто, допустим, против, допустим, там, оппозиции российской, или просто, которые защищают власть, ты говоришь, а почему ваши дети, почему дети депутатов живут где-то в Италии и так далее, хотя эти страны там, против них мы воюем, как бы, да? Почему они там живут? И они говорят, кто за депутатов российских, а что, мы свободная страна, у них свободные дети, где хотят, пускай там и живут. Я на то и говорю, так получается, что я тоже могу, где хочу, там и жить. Да. Только я почему-то предатель, а вот они нет. Да. Вот это тоже странно. То есть, да, У нас свободная страна, как они говорят, я свободно выехал. Они дали мне пример, я подумал, а чем я хуже детей депутатов? Я тоже хочу жить там, где они живут. И я тоже выехал из России. Все правильно. Мне кажется, так и есть. По факту, да.